Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube. Нам понадобится 800 грамм говяжьего фарша, мускатный орех тертый, здесь у меня зира и кориандр. Все пропорции я укажу под видео. Черный перец молотый, чабрец. Это сванская соль. Если у вас нет сванской соли, просто обычную соль добавьте. Панировочные сухари, одно яйцо и еще немного обычной соли. Пожалуй, и орегано добавлю, капельку. Все хорошо перемешиваем. Накрываем пленкой в контакт, чтобы не заветрилось. И убираем в холодильник на полчаса, чтобы наши специи хорошо все пропитались и перемешались. А тем временем подготовим начинку. Немного укропа нарежем мелко. Пол стебля лука-порея. Также мелко нарезать. Здесь у меня две небольших картофельные. Предварительно я их отварила и теперь разминаю в пюре. Немного сванской соли или обычную соль добавьте. Туда же добавляю укроп и лук-порей. Это сырный крем. Пол пачки. Примерно 3 столовые ложки. Тщательно перемешать. У меня гуда сыр. Я тоже добавлю грамм 30-50. Это, конечно, дело вкуса. Можете больше или меньше добавить сыра. Можете добавить любой сыр, который вам нравится. Все тщательно перемешиваем. Выкладываем на пищевую пленку, формируя небольшую колбаску. Свернули плотненько, утрамбовываем так хорошо, чтобы у нас получилась красивая начинка. И убираем в морозильную камеру минут на 20-30. Формируем наш пласт для рулета. Мне это удобно делать на пищевой пленке. Фарш не должен быть очень тонким, 3-4 сантиметра. Если он будет тоньше, наша начинка просто вывалится оттуда. Выкладываем начинку и опять же с помощью пищевой пленки формируем наш рулет. И, конечно, дорогие мои подписчики и зрители, все специи в фарш вы можете добавлять по своему вкусу. Те, которые вам нравятся. Будьте аккуратны с солью. Я всегда в конце обязательно пробую на соль, на перец.
форму, застелим пекарной бумагой, выкладываем наш рулет, хорошо его еще раз со всех сторон прижимаем и выпекаем в предварительно разогретой духовке до 200 градусов. Не забудьте накрыть фольгой. Температуру с 200 сразу понижаем до 170 и примерно 40-50 минут. Конечно, ориентируйтесь по своей духовке, режим вверх-вниз. И вот наш рулет готов. Дадим ему остыть. В холодном виде он мне нравится больше. И, пожалуйста, наш рулет готов. К столу я подаю, выкладывая в виде закусок на сервировочной доске. Немного зелени, немного помидор, очень хорошая закуска перед употреблением главного блюда. Немного картошки, свежие огурцы, немного соли и немножко перца. И, конечно, зелень. У меня кинза. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте делиться с друзьями. Я буду очень рада. Всем приятного аппетита и до новых встреч!